if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Всем привет! И вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. И как вы уже поняли по названию этого видео, сегодня речь пойдет о привычках. Да, а именно, как заводить новые привычки, как их вырабатывать и какие есть полезные привычки у меня. Сейчас лето, как раз время перемен, чтобы стать лучшей версией себя. И я подумала то, что снять такое видео просто must have. Так что, да, очень надеюсь, что оно вам понравится, то, что оно будет вам полезное, и давайте уже поскорее начинать. Но перед тем, как мы с вами приступим к этому видео, я хочу, чтобы вы поняли, что такое привычки. Потому что многие думают, то, что привычки — это когда вы суперпродуктивный человек, все успеваете, делаете кучу дел за раз и просто молодец. Ну, как бы, да, в этом есть часть правды, но на самом деле привычка — это то, что вы делаете каждый день. Это то, что вы делаете и не замечаете. Вот вы встали утром, сходили, почистили зубы, выпили стакан воды, покушали, и вы не заметили, как в этот момент, в этих промежутках вы там намазали кремчик себе на лицо, намазали масло себе на бутерброд. Итог привычки — это то, что мы делаем регулярно. Это то, что считается нашей нормой, и то, что мы делаем автоматом. Также и с вредными привычками. Когда мы с вами грызем наши ногти, мы думаем то, что это норма, мы не замечаем, как мы это делаем. Также и должно у нас с вами быть с полезными привычками, которые мы будем вводить в нашу жизнь. Но как же нам все-таки с вами ввести эти полезные привычки к себе в жизнь? Для этого у нас с вами есть 3 правила. Первое правило — это начинать понемногу и не усложнять. Второе правило — сделать это очевидным и привязать к какой-то другой привычке. И третье — романтизировать нашу привычку, чтобы она нам нравилась и мы получали от нее удовольствие. Давайте, пожалуй, начнем с первого правила. Начинать понемногу и не усложнять. Что это значит? Многие люди, когда у них появляется куча мотивации, чтобы поменять свою жизнь, чтобы стать продуктивными, они себе надумывают в голове то, что вот я профессионал, я могу начинать сразу там с часовой тренировки, даже если я никогда раньше не тренировался, каждый день тренироваться, каждый день бегать, прыгать, вот это вот все делать. Но в итоге, когда приходит время сделать эту привычку, когда приступить делать это дело, вы это не делаете, потому что вы просто это не можете сделать, потому что пока вы новичок, а вы решили начать с профессионализма. Так что да, когда вы начинаете вырабатывать новую привычку, начинайте понемножечку. Например, вы хотите выработать привычку каждый день тренироваться, каждый день делать тренировки, каждый день делать какие-то физические нагрузки. Что вам нужно для этого делать? Так как до этого вы никогда так много не занимались спортом, вам нужно постепенно начинать. Например, начать с минуты стоять на планке, или 10 приседаний, или 50 прыжков на скакалке. То есть постепенно делать какие-то упражнения понемножку и с каждым днем преувеличивать количество того, что вы делаете. То есть в один день вы сделали 10 приседаний, на следующий день вы сделали 15, на следующий 20, а потом уже на 4 можно добавить еще какое-то упражнение. Таким образом, по пути вы не слитесь, вы не будете лениться, потому что вы потихонечку это все делаете, и вы не станете прокрастинировать, вы не станете думать то, что вот у меня это не получается, значит я не должен это делать. Не усложняйте себе жизнь, не усложняйте себе разные дела. Привычки — это то, что вы делаете легко. Так что не усложняйте это дело. Второе правило — сделать это очевидным и привязать к другой привычке. Что это значит? Обычно у каждого человека есть какая-то рутина. Есть утренняя рутина, есть вечерняя рутина, есть там рутина сходить в туалет, есть рутина туда-сюда, вот это вот сделать. И когда мы с вами делаем рутину, у нас с вами привычки идут за одной. То есть встали, забрали кровать, сходили, почистили зубы. Это все привычки, которые связаны в одну большую рутину.
рутину. То же самое нужно делать и со своими новыми привычками. Вы должны взять эту маленькую новую привычку и вставить ее между какими-то привычками, которые вы уже делаете долгое время. Встали, заправили кровать, сходили, умылись, перед завтраком сделали 20 приседаний и себе уже, как знаете, такой маленький презент, сходили, позавтракали. Таким образом у вас будет мотивация делать свою привычку, вы быстрее к ней привяжетесь, потому что она встанет в вашу рутину, и вы не будете про нее забывать, потому что вы будете вспоминать то, что вот, я почистил зубы, значит, для того, чтобы мне сходить дальше на завтрак, мне нужно сделать 20 приседаний. И последнее правило — романтизировать ваши привычки. Согласитесь, какие-то привычки делать скучно, например, тренироваться без музыки, или заправлять кровать также без музыки, ну, то есть вот эти вот все дела, они со временем вам надоедают, и для того, чтобы они вам не надоедали, романтизируйте это дело. Включайте музыку, смотрите фильмы во время того, как вы что-то делаете. Да, знаю то, что многие говорят то, что лучше это делать там в тишине, быть с собой, наедине, тратить это время на себя, но согласитесь, кому мы врем? Скучно. А если скучно, нам это не хочется делать. И, соответственно, если мы это не хотим делать, то все наши старания просто смыты в унитаз. Так что делайте, что хотите и что вам поднимает настроение. Не слушайте других. Следующий вопрос, который, мне кажется, многих интересует: как не слиться, как не лениться, как вообще делать эти привычки. Как бы да, правила есть, вот мы выработали привычку эту, ну а что, если лень? Вот ну что делать? Для этого у меня тоже есть несколько советов, которые, мне кажется, многие из вас и так знают. Первое — это заведите себе трекер привычек. В телефоне сейчас есть куча программ, куча приложений, в которых можно записывать свои привычки, ставить напоминания и как бы не забывать что-то сделать. Ну или же можно себе напечатать трекер привычек. Мне это дело даже нравится больше, потому что таким образом этот трекер у вас перед глазами, вы каждый день встаете, видите эту картинку, что вам нужно сделать, и делайте, соответственно, эти дела. Второе, что вы можете сделать, это завести себе приватный телеграм-канал, в который вы будете выкладывать фотографии, как вы это делаете, выписывать ваши эмоции после того, как вы сделали какую-то привычку. Просто так, знаете, как в свой дневник писать свои эмоции. И потом уже в будущем, когда вы поймете то, что вот я молодец, я уже, смотрите, как далеко прошел, вы сможете прочитать то, что вы писали раньше в своем телеграм-канале, и будете чувствовать себя хорошо, потому что вы будете понимать, какой долгий путь вы прошли. Ну и последний, наверное, самый базовый, это заведите себе социальные сети, неважно, сколько у вас человек, подписчиков, 20, 30, 1000, 10 тысяч. Когда вы выкладываете, делитесь с людьми своими делами, что вам нужно сделать, у вас таким образом на вас какая-то отдельная ответственность ложится. У меня такое часто бывает, когда я снимаю какие-то видео, бывает такое то, что ну не хочу я тренироваться, но я понимаю то, что мне нужно заснять контент, и специально, так как у меня есть ответственность перед вами, у меня есть ответственность перед своим видео, если я это не сниму, то в любом случае мне придется это в какой-то момент еще заснять, и получается так, что я делаю тренировку ради своего видео, ради для вас. То же самое в Инстаграме, если я выкладываю свои планы и в итоге их не делаю, то мне как-то самой становится, знаете, неприятно. Да, скорее всего, большинство этих людей, которым я показываю свои планы, свои привычки, им все равно, но на меня сразу же какая-то ответственность ложится, то, что вот, я рассказала этим людям, значит, я это обязана сделать. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео, то, что оно было полезным. Да, ставим лайки, подписываемся на мой канал и пишем в комментариях, какие бы вы еще видео хотели бы на такую, знаете, продуктивную тему, на тему саморазвития. Пишите в комментариях. Ну а я вас целую. До скорой встречи и...